Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Их нельзя садить рядом. Девятое место. Внезапная поверка на упругость. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Тишина в эфире. Почему Чангук и Тэхён стали реже упоминать друг друга? Анализ контроля и личных границ». Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? — 2017 год. Эра вегукеров-детективов. Седьмое место. Тэйкук на камеру. Взгляд, который не нуждается в словах. Шестое место. Поведение пары. Если Тэйкук боксирует так нежно, то как же они тогда целуют друг друга? Мы так давно не видели их вместе. Пятое место. Так и живем. Какой там юнит? Дай бог контент увидеть без обрезки. Четвертое место. Забота. Когда малыши Тэйкук раздавали на улицах Америки листовки, приглашая людей на свой мини-концерт, Чангук очень неловко себя чувствовал и прятался за Тэхёном. Третье место. Новости.
Чангук рассказал о болезненном происхождении шрамов на руке, полученных во время службы в армии. Чангук рассказал, что когда у него появился самый большой шрам, он едва осознавал, что делает в тот момент. Чангук помнил только, что был очень измотан и, держа поварскую лопату, неосознанно прислонил руку к раскаленной сковороде. Именно так и появился шрам. Во время службы Чангук работал на военной кухне, что также объясняет, почему он упоминал, что каждый день работал с лопатами, большими кастрюлями и на кухне. Обычно на военной кухне готовят еду для десятков или даже сотен солдат. Из-за тяжелых условий труда, крупногабаритного кухонного оборудования, высоких температур и напряженной работы ожоги и травмы практически неизбежны. Учитывая, что у Чангука почти не было времени на отдых, и он постоянно работал в условиях тяжелой физической нагрузки, можно понять, как могли возникнуть такие раны. Еще до того, как Чангук рассказал эту историю, многие фанаты заметили шрамы на его руках в июне 2024 года, когда он появился на церемонии демобилизации Джина. На нем была форма с закатанными выше локтя рукавами, и фанаты увидели заметные следы от ожогов на его руках. Во время прямой трансляции в декабре, когда Чангук был в отпуске, фанаты снова заметили эти следы. В то время многие предполагали, что они появились из-за армейской кухни, а позже превратились в шрамы из-за отсутствия должного лечения. Служба в армии для Чангука и участников BTS за последние 3 года была далеко не легкой. Улыбка, что светит ярче солнца. Обновление Chanel Beauty. Для меня Chanel – это новаторский дом, который ценит свое вневременное наследие, одновременно постоянно переосмысливая его в духе современности. Как артист, я стараюсь оставаться верным собственному стилю, принимая новые вызовы, поэтому это сотрудничество с Chanel Fragrances and Beauty имеет для меня особое значение. Chanel Fragrances and Beauty – одно из самых узнаваемых направлений легендарного французского дома. История бренда уходит к идеям Коко Шанель, которая стремилась разрушить стереотипы и дать женщинам свободу самовыражения. Тот же дух смелости и независимости стал основой и для косметического, и для парфюмерного подразделений Шанель. Парфюмерная линия Шанель выросла из революции с момента появления знаменитого Шанель No. 5. Бренд сделал ставку на сложные композиции, которые расширяют представление о красоте. В косметике Шанель также сохранила философию естественной элегантности, высоких стандартов и непрерывного обновления. Сегодня Chanel Fragrances and Beauty – это сочетание традиции, мастерства и современной эстетики, которая постоянно ищет новые формы выражения. Выбор Чангука как лица этого направления кажется особенно логичным и символичным. Его творчество всегда балансирует между уважением к корням и стремлением к новому. Он известен своим вниманием к деталям, перфекционизмом, ярко выраженным чувством стиля и умением оставаться собой, даже принимая новые вызовы. Чангук – артист, который не боится экспериментов в музыке, визуальной эстетике, моде, подходе к работе. Он сочетает в себе дисциплину и индивидуальность, что идеально отражает природу Шанель. Дом с вековой историей, который не перестает переосмыслять себя. Именно эту параллель он подчеркивает в своем высказывании. Верность собственному стилю, уважение к наследию, но при этом постоянное движение вперед. Поэтому сотрудничество Чангука с Chanel Fragrances and Beauty выглядит не просто рекламным контрактом, а естественным союзом двух сильных творческих идентичностей. Бесконечно кьюти и мили.
Томас Дюпре де Сен-Моро, глобальный директор по креативным ресурсам Chanel Fragrance and Beauty для модных изданий. Я давно восхищаюсь необычайным талантом Чонгука, его музыкальной карьерой, неповторимым самовыражением и смелой креативностью. Он воплощает сущность дома, является источником вдохновения для нового поколения, привнося страсть и креативность везде, где бы он ни находился. Я с нетерпением жду нашего будущего сотрудничества. Мы тоже ждем и идем скупать духи, пока они еще есть на прилавках магазинов. Как-то так выглядит дом для Чонгука. Тэхён для рекламы Paradise City выбрал кольцо La Muse от бренда Maimon et Fil. Кольцо сочетает в себе серебряную основу 925 пробы с контрастной черной эмалью, вставку из желтого золота 585 пробы и белых кубических циркониев. Данное украшение производят только на заказ. Это корейский ювелирный бренд, название которого переводится с французского как «мама» и «дочь». Он вобрал в себя идею семейных ценностей, времени и передаваемой красоты. Ювелирные изделия, словно сокровища, переходящие из поколения в поколение. Они создают ювелирные изделия с акцентом на современную винтажную эстетику, сочетание классических элементов и современного дизайна. Высокое качество материалов – золото, серебро, платина, натуральные и качественные синтетические камни. Комфорт и универсальность – украшения – подходит как на каждый день, так и для особых случаев. Индивидуальные заказы, bespoke, создание персонализированных изделий через консультации, дизайн, 3D-моделирование и ручное изготовление. Maimon et Fil любит за утонченный винтажный стиль, качественную ручную работу и выразительный дизайн с характером. Сделает что угодно, лишь бы Тэхён смущался. Хайп ожидает рекордный рост в 2026 году благодаря полной активности BTS и развитию новых артистов. Основным драйвером улучшения показателей эксперты назвали полную активность BTS, которая начнется после выпуска нового альбома весной следующего года. Чой Минха также подчеркнул, с учетом глобального фандома BTS, вероятно, будут установлены рекорды по числу зрителей в истории поп-концертов. Рост ожидается не только в концертной деятельности, но и в продажах альбомов, мерча и контента. Кроме того, аналитик отметил быстрый рост новых артистов, таких как Кацае и Кортис, а также появление Сантос Бравоус, направленного на расширение присутствия на латинском рынке, что ускорит глобальную экспансию компании. Что касается платформы Weavers, эксперты прогнозируют улучшение прибыльности с будущего года за счет оптимизации структуры расходов и усиления подписочной модели. Чой Минха также добавил, возобновление полной активности BTS, расширение линейки новых артистов и улучшение платформы повышают видимость финансовых результатов компании.
Тем не менее, показатели могут меняться в зависимости от глобальной экономической ситуации и графика активности артистов. Желаю всем сегодня покушать так же, как и Тэхён, чтобы еда была больше вашего укуса. BTS поделились редким селфи из тренировочного зала в полном составе, подогревая слухи о долгожданном возвращении. Участники усилили предвкушение своего возвращения, опубликовав редкую групповую фотографию, на которой запечатлены все 7 участников вместе. 12 декабря Тэхён выложил в соцсетях зеркальное селфи, сделанное в тренировочном зале, где все участники собрались полным составом. Фотография, снятая самим Тэхёном через зеркало, позволяет фанатам увидеть участников в непринужденной обстановке перед их следующей главой. На снимке участники одеты повседневно, в удобные тренировочные костюмы и повседневную одежду, а не в сценические наряды. Их расслабленные позы и теплое выражение лиц подчеркивают неизменную химию группы и сплоченность, вызывая улыбки у фанатов, которые с нетерпением ждали их воссоединения. Фотография, снятая самим Тэхёном через зеркало, позволяет фанатам увидеть участников в непринужденной обстановке перед их следующей главой. На снимке участники одеты повседневно, в удобные тренировочные костюмы и повседневную одежду, а не в сценические наряды. Их расслабленные позы и теплое выражение лиц подчеркивают неизменную химию группы и сплоченность, вызывая улыбки у фанатов, которые с нетерпением ждали их воссоединения. Фанаты немедленно наводнили социальные сети восторженными комментариями, такими как «Я просто жду камбэка, не могу поверить, что мы наконец-то это видим, и они выглядят так тепло вместе». Тем временем, участники уже объявили о планах выпустить новый альбом следующей весной, за которым последует масштабный мировой тур, что еще больше подогревает ожидание того, что многие называют легендарным камбэком всех времен. Искренняя благодарность уходящему году за такого Тэхёна. Его глаза так и светятся, когда смотрят на него. Их собственный язык любви. Проект в честь дня рождения Тэхёна от его китайской фан-базы в бар. В рамках наших ежегодных юбилейных проектов мы продолжаем проявлять эту любовь, подсвечивая 6 гигантских экранов, площадь которых превышает 1500 квадратных метров. В честь Тэхёна в самых оживленных и знаковых районах Сеула – Каннам, Хонде, Синчон, Мёндан и Сеульский вокзал. Эти эффектные экраны расположены в самых заметных и оживленных местах города.
Надеюсь, что у нас будет возможность увидеть эту пару еще не раз. Пудра, которую использовал визажист Тэхёна, от Шарлотт Тилбери. Фанатка заказала для себя этот продукт, вдохновившись своим кумиром, и осталась в восторге. В течение дня пудра держалась отлично, легкое покрытие, плотное прилегание, макияж совсем не плывет. Парни могут ее использовать в качестве хайлайтера, как, например, Ви – безупречный финиш для кожи. Чангук в своем собственном маленьком мире. Было обнаружено, что АГ других участников в DC Gallery планировали оставлять комментарии ненависти о новом бренде Чангука, делая скриншоты и массово распространяя их, чтобы создать ложное впечатление о негативном общественном мнении среди корейских нетизенов. Что в итоге они и делают со вчерашнего дня. Насколько же нужно быть ничтожными, чтобы совершать подобные действия? Я ничуть не удивлюсь, если вскоре выяснится, что именно эти люди являются организаторами травли, которая обрушивается на Чангука уже больше месяца. Хотелось бы отметить одно: распространение грязи, клеветы и лжи в адрес Чангука не сделает ваших любимых лучше, талантливее или популярнее, а вы сами в итоге так и останетесь теми же презренными существами, какими являетесь сейчас. Его зрительный контакт с камерой сводит меня с ума. Корейские СМИ опубликовали материал о ситуации с протестными грузовиками. Это не заявление хайп. Журналисты просто обратились за консультацией к юристам, чтобы объяснить, какие законы могли быть нарушены и кого теоретически можно наказать. Организаторы и спонсоры, использовавшие грузовик для клеветы на Чангука, могут быть наказаны по уголовному праву Южной Кореи. Для армии эти протестные грузовики стали шоком, не только потому, что они использовали имя фандома, но и потому, что сообщения были крайне враждебными к Чангуку. Некоторые даже требовали его исключения из группы. Протестные грузовики стали привычным явлением в культуре айдол-фандомов каждый раз, когда появляется слух, независимо от того, правдив он или нет. Но это не означает, что такие действия законны или приемлемы. Личные нападки, переходящие границы, как в данном случае, могут подпадать под уголовное наказание. От организаторов до авторов сообщений и даже тех, кто финансировал, никто не освобождается от юридической ответственности. По словам юристов, первыми, кто понесет ответственность, станут организаторы и исполнители акции. Согласно статье 307 Уголовного кодекса Южной Кореи, публичное распространение информации, вредящей репутации другого человека, является преступлением. Отображение заявлений вроде «они встречаются» или «они обманули фанатов» на больших LED-экранах почти наверняка будет рассматриваться как публичное действие. Особенно такие выражения, как «обманывает фанатов» или «если хочешь громко встречаться», «живи как обычный человек», могут квалифицироваться как клевета или оскорбление.
Поскольку организаторы устроили весь процесс, им будет трудно избежать уголовной ответственности. Люди, написавшие эти сообщения, также не в безопасности. Преступлении и имеют намерение содействовать ему, даже без прямого исполнения, они могут считаться соучастниками. Поэтому, если организатор и автор текста – разные люди, они оба могут быть обвинены как соисполнители клеветы. Чангук и его бальзамы для губ. Ну что за жива? Его язык. Я оставлю это здесь и уйду. Улыбки, которые они дарят друг другу. Моменты с подглядывающим Чангуком. Взгляд, который может снести только один человек. Второе место. Это так интимно. Знаете, если это дружеские вайбы, то я, видимо, ничего не понимаю в том, как нужно дружить. Тут плавится все в радиусе 100 километров. Обнимать одного человека всегда. Первое место. Чангук и Тэхён чмокнуться не могут, но за них чмокаются статуэтки.
это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.